Махаббат бермаған тағдыр, махаббат бермаған. Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. У нас на связи Иван Червинский. Друзья, всем привет из Санкт-Петербурга. И Саша Карельский из Карелии. У нас пятничная беседа. Давайте обсуждать все самое интересное. Благо новостей за эту неделю предостаточно. Вань, хочу начать с приятной новости. На телеканале Хабар сейчас проводится конкурс. Называется «Поющая семья». И вот как раз 4-й тур этого конкурса связан с Димашем. Задача семьи исполнить одну из песен Димаша, из репертуара Димаша, но на казахском языке. Как тебе такая инициатива? Мне кажется, очень круто, очень весело. Я посмотрел, мне очень понравилось. И, кстати, кто не видел, друзья, вы можете посмотреть репортаж об этой передаче. Уже у нас на канале появился. Подсказка, наверное, да, появится, и сможете перейти. Там все самые лучшие моменты собраны в одном месте, поэтому я уверен, получите заряд бодрости на весь день. Еще одна очень интересная новость, я бы сказал даже феноменальная, это манга. Для многих это слово загадка, но я думаю, что продвинутые любители комиксов сразу догадались, о чем идет речь. Манга — это японский комикс, и теперь у Димаша Кудайбергена будет своя собственная манга. И уже готовится первый выпуск. И я знаю, что фанаты вообще этого жанра уже ждут с нетерпением, когда же они увидят первую книгу с участием Димаша. Это вообще первый такой комикс, в котором звезда такого уровня будет принимать участие. И самое главное, Димаш будет регулярно фигурировать, то есть сюжет будет завязан в том числе и на нем, как на главном фигуранте. Ну, это круто. Есть сейчас уже комиксы про Бэтмена, есть про Спайдермена, да? Вот теперь будет про Димаша. Да, и самое главное, что я думаю, таким образом удастся потянуть молодежь, потому что мы знаем, что комиксы обожают и дети, и подростки, и вот как раз я думаю, что с этой точки зрения очень будет большая вовлеченность. И вообще комиксы, мне кажется, очень интересно читать всей семьей, когда папа, мама с ребенком собираются, и вот папа читает комиксы детям. То есть это будут комиксы, которые можно будет и самым маленьким почитать, и самым большим? Я очень на это надеюсь, да, что будет возможность именно в семейном таком кругу, чтобы было интересно. Надеюсь, там нет знака 18+, и так далее. То есть 0+, я надеюсь. Ну будет. Да. Самое интересное, что также будет доступно, комикс не только в печатном будет варианте, но и в электронном, поэтому и любители гаджетов смогут быть всегда в курсе событий, и те, кто любит подержать, что называется, в руках, и собирать коллекцию даже этих комиксов, потому что они будут выпускаться на регулярной основе. И первый выпуск манга DRS, вот такое зашифрованное название. Многие, кстати, предположили, что в аббревиатуре DRS зашифровано слово DRS. Mm-hmm. Да, это, кстати, современная такая мода тоже сокращать слова. Я знаю, что я на волне этой новости хочу сделать небольшое предсказание. Я уверен, что в ближайшее время будут появляться не только комиксы с участием Димаша Канатовича, но еще будут и мультфильмы, и очень много другого, и компьютерные игры, игры на телефон. Поэтому я думаю, что сейчас очень много будет подобных проектов, и тем самым молодежь очень быстро познакомится с тем, кто такой Димаш Кудайберген. Отличное начинание. Пусть этот проект стартует удачно, пусть он набирает обороты. Будем следить, да? Да, будем следить. Еще одна приятная новость, Вань. В Карелии открылась аллея Димаша. Как там, кстати, уже чуть времени прошло, уже хотя бы количество деревьев-то увеличилось? Слушай, да, Вань, изначально вообще я думал, что начать, посадить 4 деревца, а теперь у меня, знаешь, фантазии начали очень бурно разыгрались, и там прям действительно получится. Теперь я уже увидел, как будет выглядеть эта аллея, я уже начертил план, уже высадил чуточку больше деревьев, поэтому одна часть аллеи уже практически готова. Сейчас осталось немножко передохнуть, мозоли
с рук уйдут от лопаты. И Это, вторая часть это что, аллеи... до следующего года собираешься отдыхать? Нет, я думаю, что совсем скоро. Вот. Каждое утро выхожу, вот, через день поливаю. Очень надеюсь, что все елочки, которые высадил, приживутся. Ну, супер. Я надеюсь, что у этой аллеи большое будущее. И также продолжаю надеяться, что появится еще и в Санкт-Петербурге аллея, Димаш. О, это было бы здорово. Вот. Поэтому те, кто будет в Карелии, как я уже говорил, милости просим, заходите, покажем. Вот. Ваня обещал сделать таблички, так что все ели будут подписаны. Стой, подожди, мне теперь надо записать, а то потом нам напишут в комментариях, вот, что мы не держим слово за наше обещание. Кстати, слушай, нужно же нам обязательно сегодня обсудить тему с появившимся на нашем канале клипом «Самалтау». Да, я так понял по комментариям, мне однозначную реакцию вызвала эта работа. Почему? Потому что когда услышали все названия, да, увидели Самалтау, то, конечно, все, во-первых, вспомнили твою предыдущую шедевральную работу и надеялись, что вновь будет нечто подобное. А ты решил поступить несколько другим образом и на эту песню показать не менее серьезную трагедию, которая случилась в Японии. Да, мнения, ты знаешь, разделились, вот, и некоторые казахстанцы, они чуть-чуть обижаются, но я бы хотел сказать, что, дорогие друзья, вы не обижайтесь, мы уже много фильмов сделали про Казахстан и сделаем еще больше, и на Самалтау у нас есть уже клипы, мы еще сделаем на Самалтау, мы делали серию взглядов тоже на Самалтау, поэтому... Хочется сказать для вас, что вот этот ролик, который вышел, он сделан для того, чтобы через призму японского народа, которые пережили такое масштабное событие, ужасное, как ядерная бомбардировка, через вот эту призму показать страдания и казахстанского народа, и всех остальных народов, которые вот принимали участие в войнах, и вот всех этих людей показать трагичность и несчастье, потому что мне кажется, что песня Самалтау, она как раз несет такой посыл человека, который не хочет воевать, не хочет убивать, хочет домой, хочет заниматься мирными делами, не хочет воевать и выполнять приказы, которые его заставляют делать. Тем более, да, Димаш же, он универсальный певец, и его голос, его напевность, она понятна многим народам, да, без исключения. Почему? Потому что колоссальное количество дир сейчас по всему миру. И я думаю, что как раз так как в Японии прошел джазовый фестиваль, хоть в онлайн-режиме, то сейчас как раз очень актуально будет, японцы будут внимательно следить за творчеством Димаша. Я думаю, что как раз эта работа также приурочена к этому событию, чтобы их интерес проснулся еще больше к этому исполнителю. Очень хочется, мне вот эта песня очень нравится, и я бы очень хотел, чтобы ее смотрели во всем мире, эту песню. И она стала такой же мировой, как, например, Дэйди Дао. И хочется сказать, что вот опыт у нас есть, наверное, чуть-чуть, потому что, например, у нас на наших каналах Дэйди Дао, нашей версии Дэйди Дао собрали примерно 20 миллионов просмотров. И из них примерно половина, может быть, даже чуть-чуть больше, я сейчас не могу статистику, к сожалению, посмотреть, но это люди из-за рубежа. Вот. И я думаю, есть большое желание, чтобы эту песню тоже узнали во всем мире. И вот сейчас, благодаря японскому джазовому фестивалю, хочется, чтобы наши дорогие друзья японцы чуть-чуть побольше посмотрели. Вот. Да, Ваня, для тех, кому действительно интересно узнать историю этой песни, то у нас тоже на канале есть про это выпуск, поэтому пусть переходят, смотрят и уже знакомятся непосредственно с тем, как эта песня появилась. Я думаю, что так оно и будет, потому что действительно японский джазовый фестиваль, он носит статус международного, и вот по тем участникам, которые заявлены в этом фестивале, которые выступили, видно, что там люди мирового масштаба, некоторые даже обладатели премии Грэмми, поэтому все, я думаю, сложится именно так, как задумано. Ну а говоря про мир, хочется также сказать про наших гостей, которые
на этой неделе приходили к нам. Это и кубинский фан-клуб, и перуанский фан-клуб. Вот, потрясающие девчонки, мальчишки, которые увлекаются творчеством Димаша. Вот, и на которых очень приятно смотреть, и видно, что они очень сильно увлечены творчеством Димаша и делают все возможное, чтобы в их странах об этом артисте узнали как можно больше. Саш, я бы вот тебя чуть-чуть поправил. Ты говоришь, девчонки, мальчишки, они только в глазах мальчишки, то есть у них глаза светятся, Вот, как у молодых, а на самом деле там очень уважаемые, серьезные люди. И вообще, мне кажется, что тем, кто сейчас увидит нашу передачу, нужно обязательно эти выпуски посмотреть, чтобы понять, о чем идет речь, чтобы понять, как люди поддерживают и популяризируют творчество Димаша на Кубе. Кстати, вот как ты считаешь, как правильно сказать, на Кубе или в Кубе? Нет, на Кубе, наверное, правильно. А правильно и так, потому что если в стране Куба, то в Кубе, а если на острове Куба, то на Кубе. Вот так. Было бы здорово, Вань, хотя бы раз в жизни там побывать. Вот. Либо в стране, либо на острове, да? Да, уже значения не имеет. Но ты правильно сказал, Вань, их выдают глаза, потому что то, с каким энтузиазмом они рассказывают, и самое главное, они очень открытые люди, намерены дружить. Ты, наверное, проследил, что в их послании было о том, говорит, что давайте объединяться, давайте все вместе рассказывать о творчестве Димаша. И только тогда велика вероятность, что вот весь мир действительно намного быстрее узнает, нежели все будут действовать порознь. Знаешь, как мне показалось, вот у них такие вот фан-клубы очень интересные, потому что там очень много добрых людей. И получается, что они для своего круга общения и для просто обычных даже кубинцев, для обычных перуанцев, они транслируют вот этот вот поток добра, который Димаш доводит до их сердец. И они уже, как получается, как лучики солнца, распространяются по вот жителям, которых окружают. И мне кажется, это очень круто, что есть такие вот ретрансляторы и на Кубе, согласен, и в Перу. Поэтому, кто еще не видел, обязательно посмотрите людей, которые воодушевлены творчеством Димаша и останавливаться не собираются. Хочется также рассказать и про наш конкурс. Я думаю, что многие не знают, в прошлом месяце у нас проходил конкурс на песню Димаша. Что это значит? Это значит, что в этом месяце у нас будет продолжение? Абсолютно верно. Мы решили отслеживать, насколько Диерс, насколько почитатели творчества Димаша меняются вкусы, да, из месяца к месяцу, потому что вот я заметил, что у меня настроение очень часто меняется, и я могу слушать сначала песни, например, Димаша на русском языке, потом на казахском языке, то есть все зависит исключительно от настроения. И вот мне было бы интересно узнать, как это происходит у наших друзей. В прошлом месяце мы сейчас выведем на экран рейтинг песен, которые победили, да, в прошлом у нас голосование. А мы выведем топ-10, да? Топ-10 же? Да. И будет очень интересно узнать, насколько вкусы Диерс при прослушивании изменились в этом месяце. Все-таки весеннее настроение, думаю, было больше таких веселых, позитивных песен в исполнении Димаша. Вот так это или нет, покажет наше голосование. Поэтому, друзья, начинайте писать в комментариях, какие 3 песни вы чаще всего слушали в мае месяце. Саш, а вот я помню, что в прошлом месяце нам писали постоянно, что а как можно выбрать 3 самых лучших песни, если они все лучшие? Как ты думаешь, мы можем что-то с этим сделать, как-то поправить наши правила? Так, а у нас нет понятия лучших песен. Все песни у Димаша лучшие. Мы будем исключительно писать только те песни, которые чаще других слушали конкретно вот в этом месяце. Ага. Ну, отлично. Так, тогда что, я пошел писать тогда свои 3 лучших песни. Я тоже прямо сейчас напишу, какие песни 3 я чаще всего слушал в мае. Да, друзья, и получается в следующем нашем выпуске, в следующую пятницу, мы уже подведем итоги. Да, итоги мая. Ну, отлично. Друзья, спасибо, что провели с нами эту беседу. Как всегда, было приятно пообщаться.
Не забывайте про голосование и до встречи в следующих выпусках. Всем пока! Пока!